Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Эспирационе. Таро прогноз «Что ждет?» до конца мая, события и неожиданности до конца месяца. Вот давайте узнаем, что же там случится, что будет происходить в вашей жизни. И, возможно, это будет стремительно, внезапно, не исключаю, может быть, и не готовы к чему-то. Ну и зададим вопрос, к чему же это все идет. И вначале у нас 3 колоды в нашем раскладе сегодня. Поменяла я саму концепцию. И мы начнем наш расклад с того, что мы достанем 2 карты. Сбудется ли ваше желание? Осуществится ли какой-то задуманный проект? Ну или само по себе желание? Мы достанем 2 карты. И пока вы смотрите наш расклад, у вас будет время выбрать одну карту. И я бы сказала, не торопитесь выбирать. Потому что вполне вероятно, просмотрев до конца наш расклад, вы измените концепцию вопроса. Или вы измените, ну, может быть, не саму концепцию, не сам вопрос, а когда вам захочется поиграть собственной интуицией, загадать, допустим, один вариант, что будет, если я поступлю определенным образом, или что будет, если я поступлю как-то иначе, ну или вообще ничего не буду делать, да. Вы можете также, как вариант совета, использовать эту карту, ну или любые другие вариации, которые вы именно на ум идут, да, подсказывает вам интуиция. И мы разложим основные карты, зададим основные вопросы. И первое, сами по себе неожиданности, внезапности, ну и где-то, возможно, что вас удивит, мои дорогие, не оставит вас равнодушным, индифферентным таким, да. Вторая карта, что идет, что завершается до конца мая. Следующая карта. А что придет взамен? Одно меняет второе. Так вот, что же будет меняться? Как изменится, возможно, ваша жизнь? С чем, с кем это будет связано? Может быть, какая сфера? Колода Ленорман нам об этом расскажет. Ну и к чему все идет? Что будет продолжаться? Последняя карта. Она будет нам рассказывать о том, что вы вот, может быть, не думаете, о том, что вы не предполагаете, но каким-то образом, может быть, как приятный сюрприз. Вот давайте вот такой расклад с вами сделаем. Итак, смотрим, что же внезапно, что неожиданно для Овна до конца мая. Придется менять как будто какую-то рокировку. Плеть нам говорит и метла. Но всегда метла подразумевается, что мы как бы избавляемся от чего-то ненужного, от того, что нам наскучило, надоело, или в принципе не прогресс, не идет, это не развивается. Но может это начинаться, потому что соответствует валету треф, и это где-то возможности. Возможности, которые приходят с новостью. Или, мои дорогие овны, это может быть тот момент, когда пусть это не сама возможность приходит, а вы слышите какое-то известие, новость. Это может поступить, поскольку валет это может поступить от какого-то человека. Ну, давайте немножко раскроем. На третьей колоде с чем это связано? Что же там? Это как побудительный мотив. Может быть, это озарение такое. Или когда вы понимаете, нет, вот сейчас нужно что-то переделать. Или сейчас мне нужно поступить совсем не так, как от меня, может быть, ждут. Или уже уверены, что я на что-то соглашусь. Или я от чего-то откажусь. У вас выбор. А вот и правда. Вы будете как будто перед каким-то выбором поставлены. Смотрите. Старший аркан. А с чем связан этот выбор? С какой сферой? Хотя по трефам точно король жезлов выпадает. Скорее всего, это будет связано что-то с работой. Работа, откуда к вам приходят деньги. Или когда вы для себя какой-то новый, может быть, проект задумаете. Ваша, в принципе, энергетика жезловая, такая огненная. Это может быть изменение все-таки и такого порядка, когда у кого-то из вас по прежним договоренностям, у людей именно что-то меняется, и вам ничего не остается, как самому себе что-то тоже видоизменить. Потому что часто по королю жезлов это как руководитель. А может быть, это ваша работа меняется. А возможно, и я должна сказать, что планетарные транзиты именно мая вам дают фору вперед
по построению карьеры. Я не говорю, что это прямо за 1 месяц происходит, но какое-то важное решение вполне-таки можете себе принять. Причем это то решение с учетом планетарных транзитов может быть в середине где-то месяца, да, вот плюс-минус в районе 16, может быть, даже мая, да. У вас это происходит, потому что тут даже такой может быть побудительный мотив. Вам что-то надоело, правда? Или что-то уже как постоянно пробуксовывало, а вот теперь, ну вот по части нашего благополучия, по части, может быть, даже нашей выгоды, тут требуется просто что-то переделать, видоизменить. Давайте еще одну карту я достану. Ну, точно надоело. Для кого-то из вас десятка жезлов – это мы устали от чего-то. Может быть, устали от монотонной работы, устали от того, что что-то не меняется, устали от какой-то многозадачности. Может быть, до конца месяца все же эта карта подразумевает, когда мы даже в последний момент, это знаете, как успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, когда мы понимаем, о, вот прямо сейчас нужно действовать, по-другому как будто это дело не пойдет. Или если буду действовать так, как прежде, никакого толку не получу. И опять же жезлы. Это вот именно где-то будет перекликаться, либо откуда к вам приходят деньги, либо это ваша работа, карьера, или пусть это дополнительный источник дохода. Но вот здесь как будто предполагается, да, поскольку метла, как будто нам придется как вымести вот это ненужное из нашей жизни. И это будет, может быть, внезапно. Ну, у каждого по-своему. Буду благодарна вашим комментариям, очень интересно. А я вас приглашаю на свой сайт и ссылки в описании под видео прочитать, с чем будут связаны энергии мая, вот именно до конца мая. Следующая карта. Что идет, что вот завершается, может быть, нам тут покажут. Если смотрите, мои дорогие девочки, неважно какой возраст, я все же не исключаю, что для кого-то из вас это может быть самые разные какие-то позиции, но, скорее всего, это будет связано с личной жизнью. Карта, безусловно, она не говорит, что что-то уходит. Нам показана женщина, которая очень довольна. Она довольна собой. Она, в принципе, знаете, так вот безмятежно, уравновешена, да, как минимум, или безмятежно счастлива, но она держит розу. А это у нас Ленорман Чаро-Маркетти, он известный знаток символов, тайн, древних символов, и роза – это символ любви. Как будто кто-то ей подарил эту розу, да? Она читает книгу, она что-то обдумывает, поэтому тут, скорее всего, вы сами будете что-то либо переделывать, переигрывать. Ну, а для мужчин это может быть так, что вы ждете, возможно, ответа от какой-то женщины любимой. Возможно, это не совсем с любовью может быть связано или с какой-то прежней историей, да. Тоже учитываем, что мы все разные, а прогноз у нас один. Но, тем не менее, это может как фигурировать женщина-руководитель. Это может быть важная женщина в вашей жизни. Кстати, что идет или что завершается. Вы знаете, тут может быть и такой момент, когда меняется что-то даже в жизни вашей любимой женщины, да. И я, кстати, не исключаю того момента, то есть здесь может быть какая-то личная история и для людей семейных. Ведь сама по себе карта очень хорошая, но соответствует она тузу пик. Поэтому тоже где-то подразумевается новость, услышанная информация или ожидание таковой информации. Ну, тогда можем сказать, что вы ее все-таки получите. Но для мужчин это может быть ожидание. Вы не знаете, как именно задуманная, интересная вам женщина, персона отреагирует. Вот не будет как прежде, что завершается. Карта перемен. По сути дела, это, знаете, такие трансформационные процессы, которые ведут к успеху, безусловно, по аркану колесница. Кто-то из вас задумается впервые, может быть, о том, чтобы переехать. И у кого-то банально улучшить жилищные условия или переехать в другое место. Или перемены на работе вынуждают тоже собраться, может быть, с семьей и начать искать какие-то варианты там и так далее. Да? То есть неважно, с чем
начинается или откуда, так ведь иногда и бывает, да, начинается с чего-то малозначимого или незначительного, но потом так быстро развиваются события, а это тоже скорость, кстати. Для кого-то из вас будет банально, что уйдет, машину поменяете, мои дорогие, автомобиль. Или задумаетесь об этом. Вот очень может проиграться, как будто как бы я ее не любил или не любила, не... Что-то мне эта кольчужка уже не подходит. Может, ломается, да, не дай бог. А может быть, есть возможность, захочется другого чего-то, да, или будут нужны, может быть, и финансы. Тут ведь у каждого по-своему. Поэтому, ну, давайте еще одну карту, но ведь это карта успеха, как будто ты не прогадаешь. Точно, тоже есть выбор. А у кого-то придется трансформировать ваши отношения, договариваться. И знаете, опять же, со стороны мужчин это вы можете ждать, а женщина не спешит отвечать. И вы будете на выборе, да, думать, ну и что она там замолчала? Почему она, ну, как-то хочется, да, тут вот такие энергии, когда хочется быстро получить ответ, хочется быстро с чем-то разобраться. А кто-то думает, мои дорогие. Наверное, вот две карты говорят о том, что, как и в колоде Ленорман, так и семерка чаш, с одной стороны, это вдохновение, это хорошее настроение, это какие-то приятные эмоции. Но иногда есть ведь элемент иллюзорности, когда мы чего-то не видим, да, или когда мы ждем, да, или вот выбор какой-то сложный, когда 7, да, вот чаш есть, вроде вот все 7, кажется, все твои, а говорят, нет, тут нужно что-то одно. Поэтому, может быть, и у вас какой-то, что завершается, а выбор сам по себе уже подразумевает, что мы чего-то не возьмем или от чего-то вынуждены отказаться. Что-то потому что, ну как, не зависит от нас. Или вот так сложились обстоятельства. Поэтому что-то вам будет очень приятно, но, хочется сказать, загадочно по части того, что вы будете завершать, или то, что уходит, или как будут продолжаться ваши отношения. У кого на кону, может быть, ну вот есть какие-то конфликты, может быть и так. Тогда, конечно, компромисс можно найти, причем остаться и довольным, и счастливым. Для вас, мои дорогие овны, в мае в целом добрая энергия. А что придет взамен? Вот очень интересно. Точно все то, что я сказала. Выпала карта, словно говорит, хватит, Женя, тебе рассказывать. Все уже сказала, но мне хочется перепроверить, поэтому я не достаю дополнительную карту. Шикарная, да, карта? Карта союза. Карта решения, кстати, правда решение. Вот смотрите, два туза, туз мечей, ну или туз пик и туз жезлов. У кого-то из вас одно и второе решение, или вот эти два выбора, личная жизнь, работа, они как переплетаются. Но вы, мои дорогие овны, сумеете сложить такой красивый сюжет. Что-то у вас все равно будет в союзе. Давайте узнаем, что же там следующее, что будет меняться, как изменится ваша жизнь или с кем, с чем это связано. Ну да, вот опять же все то, что я говорила. И где-то эта карта может свидетельствовать, что и у людей, важных людей, может быть, это у кого-то через работу, когда и вы сами уже как будто желаете, хотите обновления, но вполне вероятно услышите новость, что руководитель меняется, или меняется какой-то, может быть, закон, да, и вам нужно переиграть тут что-то. Но вот я должна сказать, нам два человека показаны. Может быть, это у вас есть какой-то, как ключевая персона. Не обязательно по личной жизни. Повторюсь, это может быть точно так же, как какой-то деловой проект, деловое партнерство или план. Но вот посмотрите, двое держат именно розу. У кого-то это будет проигрываться и в личной жизни. Вполне вероятно. Может быть, даже у людей меняются какие-то планы, словно меняется судьба. А такое может быть. У нас май с такими идет планетарными транзитами. Люди тоже делают выводы, и каждый сейчас занят своим именно благополучием. Да, это не значит, что если вот у кого-то, может быть, и в отношениях, когда, знаете, ну, вроде нет такой активности, да, но это не значит, что это пауза или остановка, а это просто, когда двое заняты немножко, каждый своим каким-то делом. Ну, давайте все-таки мы узнаем, но у кого-то из вас личная жизнь может именно решаться, какой-то очень важный вопрос.
Ну, давайте узнаем, так что же будет меняться для овнов? Ну, прямо-таки как по судьбе. Еще один старший аркан. Иерофант, да, конечно, это подразумевает как ключи. Ключи к договоренностям, готовность к компромиссу. Все же это тоже есть. У кого-то из вас что будет меняться? Кто-то пойдет учиться. А кто-то из вас, мои дорогие овны, может быть, вы как раз работаете в сфере просвещения. Кто-то из вас может построить карьеру. И у вас, кстати, на работе может что-то меняться. Вот в течение мая, причем резко, стремительно, внезапно. И тогда как будто вам судьба расчищает пространство. Мы ведь можем думать, что судьба расчищает овну пространство, чтобы не было помех. Но Овен воспринимает это как сложный выбор. Вот, кстати, я это тоже не исключаю. Поэтому выбор, видимо, может стоять даже и как и в личной жизни, так и по части вашей занятости. По части карьеры имеется в виду, это, знаете, как ваша роль, ваша личность в каком-то мероприятии или в работе. Но все же у нас лестница. Поэтому в первую очередь аркан Иерофант – это как лестница иерархии. Ведь это карта и законника самого по себе, но и то, что принято, наверное, в обществе, то, что мы называем менталитетом. Может быть, это какие-то правила, регулировки на работе, приказы. Мы тоже не можем от этого отойти. Мы должны, вынуждены как будто, да, именно действовать так, как принято. Тогда эта карта дает уверенности, надежности, уже каких-то осуществлений нам. Но и с другой стороны, ваш статус, мои дорогие, он здесь может тоже меняться через личную жизнь или, может быть, через работу. И все-таки у нас выпали две карты, поэтому будет не лишним, может быть, сказать, к примеру, для мужчин, возможно, вам легче будет договариваться именно с представительницами прекрасного пола. А для вас, мои дорогие девочки, это вы свою харизму как цеплять будете мужчин, и вам тоже это будет отчасти помогать, даже договориться в каких-то простых вопросах. Может быть, кому-то будет доброй подсказкой. И что для вас будет продолжаться? Посмотрите, как замечательно. Ну, наверное, ничего лучше придумать невозможно, правда? Может быть, это у кого-то отношения трансформируются, кстати. Личная жизнь. Очень милая собачка нам здесь прорисована, но обратите внимание, как будто без поводка, уже без ошейника. Я, конечно, не исключаю, что и вы, мои дорогие овны, правда, кто-то решится на новую должность. Может быть, для кого-то из вас буквально к чему все идет, что будет продолжаться. Какая-то дружба, несомненно, будет продолжаться, но это когда нет зависимости. Это когда больше искренности. Может быть, для кого-то из вас это будет встреча какая-то с очень таким важным человеком в вашей жизни, может быть, и знакомство, может быть, тут что-то меняется, когда все-таки подразумевает для кого-то карта, что мы как избавляемся от чего-то, завершаем. И, может быть, у кого-то, мои дорогие, ведь и так тоже, если прежняя история была со знаком минус, когда больше было вот именно зависимости какой-то вашей, вот тогда это тоже завершается. И перед вами открываются совершенно другие возможности. Может быть, это уже где-то случилось, и вы сейчас в таком состоянии, что вообще не хочу ни знакомиться, никого и видеть не хочу. И так тоже может быть. Поверьте, в течение мая вот этот какой-то, такой депрессионный момент, хочется сказать, да, он у вас уйдет. И, кстати, по планетарным транзитам это тоже соответствует. Вас вот эти прежние минусовые эмоции, они покинут. И вы можете встретить друга, мои дорогие. И, может быть, перед тем, как осуществится какое-то знакомство, причем очень важное, без каких-то зависимостей, построенное на искренности, надежности, вот тоже приходится проходить такую сложную трансформацию или позволить себе расширить собственное общение. Но вот, видимо, вы знаете, надежные люди в целом для вас это как основа основ. И следующее. Какой приятный сюрприз ожидает овнов? То, чего вы не ждете. Вот интересно, Луна. Вообще Луна, если мы так переведем со знаком плюс, это тыл. Это наш дом, это чувство.
объяснение в любви. Это нежность, мои дорогие, это ласка. Это не какая-то, да, грубая сила, да, но, конечно, мы часто говорим интуиция. И я должна сказать, что кто-то из вас поймет, что вы уже думали об этом. Или как вам пространство, судьба дает ту возможность, о которой вы мечтали. Но это где-то все на уровне эмоций. Причем таких очень теплых, добрых эмоций. Для кого-то из вас сюрприз может быть связан, правда, с переездом. Когда вы так, решите, может быть, даже в вашей паре, или вы один или одна, но тут, правда, может быть как новое знакомство для кого-то, и сразу это будет свидетельствовать о том, что, возможно, этот человек очень важный человек в вашей жизни, когда с учетом карты Иерофант, это даже те отношения, которые могут потом перейти в более серьезное русло. Точно так же приятный сюрприз, это, знаете, как что-то такое, что пока не материальное, может быть, но то, что приходит как какое-то предложение, или то, что у вас собственный инсайт, собственная идея, мои дорогие. Не случайно ради шутки, но тем не менее в каждой шутке есть доля правды. Когда говорят, если у тебя нет ни одной идеи, займи у Овна хотя бы одну, потому что именно ваш знак не теряет самообладание и всегда думает, да елки-палки, и все равно я что-нибудь придумаю. Вас наделила природа именно идеями, поэтому для кого-то это может быть такая начальная идея. Слушайте свою интуицию, прислушайтесь к подсказкам собственной души, потому что что-то может не вписываться в общем, да, в общий сценарий, но настойчиво душа вам будет давать, правильные подсказки. Итак, осуществится ли задуманное? Давайте откроем две карты. Для тех, кто задумал. Номер 1. Осуществится ли ваше желание? И здесь нам девятка мечей говорит о том, что искаженное восприятие, по сути дела. Вот эта карта будет свидетельствовать о том, что если ты хочешь, чтобы это как-то у тебя осуществилось. Тут ведь завершать надо, тут как будто нужно действовать по-другому. А девушка погрузилась в себя, исписанные дневники, вот как будто мрак вот этот, да. Она не видит, что уже солнце на восходе. Вот тут, правда, по первому варианту как будто нет, так не пойдет. Тут нужно что-то добавить или что-то видоизменить. Давайте откроем сразу второй вариант. Вот это да! Но я никогда не подтусовываю карты. Тройка мечей. Вот смотрите, конечно, все зависит от вопроса, да. Допустим, вы построили вопрос, поставили такой вопрос, как завершится ли какая-то сложная проблема в вашей жизни, или перестану, может быть, ли я горевать о чем-то, или о том, что у меня там что-то не сложилось, а как оно потом пойдет? Тогда, конечно, эта карта будет говорить, что нет. Оно, в принципе, если это зависит от каких-то третьих причин, но тут каждый как сам по себе немножко. Но ваша же задача, как будто все равно, и вторая, кстати, карта, у кого-то это один вопрос с разными вариациями, да, что будет, если я поступлю как-то по-другому. И вот тогда тройка мечей – это карта здорового равнодушия, которая говорит, что тебя как будто нет уже в прошлом. Но мыслями ты еще, может быть, возвращаешься. Иногда эта карта, хоть и здоровое равнодушие, говорит и дает подсказку, что ты уже в подобной ситуации был. Я должна сказать, что пока Хирон в вашем знаке, кстати, у меня тоже есть статья на сайте, Хирон в Овне, а Хирон это у нас всегда какой-то, знаете, надоевший сценарий. 1000 раз, но, видимо, проигранная какая-то история, но каждый раз она все равно похожа. Или какие-то, пусть разные случаи, разные люди. Но это как будто мы какую-то ошибку делаем, и мы вот ее не видим. Поэтому, может быть, одних и тех же людей встречаем. Или по работе даже что-то начинаю, но мы как будто в одной все равно действуем плоскости. А здесь что-то нужно видоизменить. Итак, раз так вот не совсем понятно. По крайней мере, по второму варианту непонятно, да или нет. Как будто вас уже нет в прошлом. Вас уже нет в той истории, которая была когда-то прежде.
Или, может быть, кого-то нет в этой истории. Но давайте раскроем. Сбудется ли ваше желание? Первый вариант. Вот четко карты говорят. Если начнешь действовать, да. Но это не быстро. На это потребуется 6-8 месяцев. По этой карте придется себя, но несколько настроить на какой-то новый метод. Выбор правильного направления вообще-то пойдет по аркану Солнца. И это карта ясности. Значит, для кого-то нужно прояснить и действовать, а для кого-то из вас, но все равно менять метод. И это самое главное. Первый вариант. Быстро, как будто нет. Переиграешь, видоизменишь, получишь Солнце. Очень четко и ясно. А если вот именно как ты сейчас задумал, Овен, так не и проиграется. Как будто ты сидишь в этой комнате, а солнце оно там, где-то, ты не видишь. Второй вариант. Сбудется ли ваше желание? Осуществится ли задуманное? Вот смотрите, тут тоже действовать. Кстати, карта заслуженного успеха. Когда мы отплываем от прежнего берега, когда мы тоже что-то видоизменили, переиначили, переделали, а то и, возможно, от чего-то отказались. Вообще две карты говорят, что если ты находишься вот в каком-то мыслями даже месте, ты как себя привязываешь к этому месту, потому что это передвижение. Для кого-то карта будет говорить напрямую, тебе нужно переместиться. Может быть, тебе нужно куда-то съездить и увидеть что-то своими глазами. Иногда эта карта дает возможность работы, если это вопрос был связан именно с работой, как и учебой, кстати, у вас иерофант, что тут нужно освоить какие-то новые навыки, скиллы, ресурсы, может быть, даже с сервисами какими-то познакомиться, да, понять, как работает какая-то система. То есть нужны знания, мои дорогие. Ну и мужество, Овну не занимать. Но тем не менее, тут какой-то, смотрите, первый, второй вариант. Да, от вас тут потребуются совершенно другие действия, но и сама решимость. Но в принципе, если где-то вопрос балансирует именно с тем, что у вас есть варианты, мои дорогие, слушайте интуицию и первые шаги. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу душевность, за поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.